Павел, Прохор и Герасим. 3 искусных маляра, а мы с душою школу красим, подбираем колера. Лей, клей, да не жалей, двигай кистью да веселей. По 3 раза купоросим, Упоросим потолки, Чтобы у нас по всем вопросам дети были знатоки. По 3 раза купоросим, Чтоб ребята, если спросим, сколько будет? 6 и 8, Отвечали 48. Что вы знали по программе, сколько граммов в килограмме, где лежит пустыня Гоби? как делить и множить дроби. И в каком году Кутузов из России гнал французов? Лей, клей, да не жалей, да двигай кистью да веселей. Здравствуйте, Гаврил Иванович. Здравствуй, Федя Зайцев. В этом году ты у нас первый ученик. А почему же я первый? А то как же. Кроме тебя никого еще нет. Ты изо всех учеников самый первый пришел. Вот оно и выходит. Первый ученик. Это здорово. Вот я каков, я первый из учеников. Пускай не по предметам, но дело ведь не в этом. Теперь могу я вообще совсем не трогать книг. Я первый У, я первый Ч, я первый ученик. Точка ставится всегда в конце предложения. Перед «но» и «а» всегда ставится запятая. Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. Минус, рожица кривая. Палка, палка, огуречек. Вот и вышел человечек. Ой, что я наделал? Везде чисто, а я намазал. Здравствуй, Федя! Здорово, Рыжик! Здравствуйте, дети. Садитесь. Поздравляю вас, ребята, с началом нового учебного года. Спасибо! Вы обратили внимание, ребята, какой красавицей стала наша школа? Смотрите, как светло и чисто стало у нас в классе. Посмотрите на эти стены. Кто это сделал? Дети, тот, кто нарисовал этого человечка, пока что замарал только стенку. Но пусть он имеет в виду, если у него не хватит мужества сознаться, он замарает честь всего класса. Кто это сделал? Попрошу всех поднять руки. Значит, это ты сделал, Капитонов? Николай Николаевич, я вовсе даже. Вот честная пионерская. Да разве я? Посмотри на свою ладонь. Ой. Стыдно, Капитонов. Передай своему папе, что я прошу его завтра прийти в школу. А ты что? Я ничего.
признался. Ну и ладно. С ума сошла! А мне не спать ночью — самое удовольствие. Тимур и его команда. Интересная книжка. Ребята говорили, очень интересная книжка. Сейчас почитаем. Эту книгу Гайдар писал не для тебя, мальчик. А я не очень нуждаюсь в этой книжке, подумаешь. У меня вон их сколько. Подумаешь, не для меня писал. Гайдар все-таки детский писатель, а это вот А.П. Чехов классик для взрослых. Туба, каштанка, туба! Будь бы еще живая, а то картинка. А кусается. И что это они на меня накинулись? Играть-то лучше, чем читать. Лжец, лжец, лжец. Стойте! Стойте! Все равно я вас не пущу! Как вы смеете уходить от вашего командира? А вы куда? Стойте! Стойте! Куда вы? Ладно, мне и без вас солдатиков хватит. Ой, куда же они девались? Служить у Феди Зайцева не будет ни один. Уйдем от Феди Зайцева обратно в магазин. Подумаешь, ну и соврал. А что тут особенного? А с Рыжиком тоже ничего не случится. Поругают и все. Служить у Феди Зайцева не будет ни один. Уйдем от Феди Зайцева обратно в магазин. А солдатиков я тоже не очень-то испугался. Главное дело, ушли. Ладно, все равно вернетесь. Они вернутся, солдатики тоже плакать не буду. Я уже давно из игрушек вырос. А если очень захочу, буду с матрешкой играть. Не подходи, не прикасайся ко мне. Ты обманул учителя и подвел своего товарища. Стыд и позор! Смотрите, и это меня учит. Вот попробуй скажи еще одно слово. Я разделаюсь с тобой по-своему. Федя, послушай меня. Я знаю тебя с 3-летнего возраста. Дурного я тебе не посоветую. Обещай мне, что завтра же утром ты во всем сознаешься. И не подумаю даже. Но значит, ты трус. Вот как? Трус! Трус! Я вот тебя! Да! Трус! Я вот... Со мной так легко не расправиться. А правда, так и знаю.
видел я. Нет, так нельзя. Мне следует вмешаться. Я знаю, кто меня нарисовал. Мне нелегко, конечно, согласиться с учителем, что эта вот стена испорчена была моей фигурой. Наоборот, сказал бы даже я, здесь без меня чего-то не хватает. Но все равно, как честный человечек, я не могу не обнаружить правду. Я не могу. Я должен заступиться за Рыжика и к Зайцеву явиться немедленно и убедить его не клеветать на друга своего. Кто тут стучал? Не вижу никого я. Тут и пойми. Паркет трещит, должно быть. А, вот я бы за уши как следует его. Скажи, пожалуйста, какое озорство. Ведь только-только побелили стенку, а он углем по нежному оттенку. Ученики, а хуже дикарей. Пойду схожу за тряпкой поскорей. Что вижу я? Такой же человечек, но нарисован мелом на доске. Прошу простить, что я вошел без стука. Пожалуйста, входите. Очень рад. Я с просьбой к вам. По экстренному делу я вынужден покинуть 3 Б. И чем же я могу быть вам полезен? Я вас прошу на стенке постоять. Там, в 3 Б, до моего прихода, где только что меня швейцар заметил. Я так боюсь, что если он опять вернется в класс и вдруг увидит стенку и без меня, то, знаете, Гаврила, он как-никак преклонных лет мужчина, подумает, ну что за чертовщина. Вас выручить я был бы очень рад, но я блондин, я нарисован мелом. И незаметно, белое на белом. И это все? Других препятствий нет? Прошу за мной. Вы станете брюнет. Хотел стереть, а он и сам исчез. Наверное, я не в тот этаж залез. Пускай не вино, а простые чернила сюда по утрам наливает Гаврила. Мы выпьем чернила из этих бокальчиков за чистую совесть у взрослых и мальчиков. Ну вот теперь как будто все в порядке. Прошу простить, я очень тороплюсь. Повсюду был, все этажи облазил, и не нашел ни на одной стене, чтоб кто-нибудь чего набезобразил. Наверное, это мне привиделось во сне, и всполошился старый дурачина. Скажи, пожалуйста, ну что за чертовщина? Ах, я на вас чуть-чуть не наступил. Пожалуйста, я к этому привыкла. Прошу простить. Быть может, мой вопрос вас удивит,
Но все-таки вы лошадь или собака? Видите ли, я и само не знаю точно, кто я. Но мальчуган, меня изобразивший, был убежден, что я типичный лев. Что ж, может быть. И судя по тому, что 8 ног вам отпустил художник, должны уметь вы очень быстро бегать. Нельзя ли мне, поскольку я спешу, присесть на вас верхом? Пожалуйста, прошу. Несется, как ветер, скакун восьминогой. Я полон надежды, я полон тревоги. Я верю, предателям зайцев не будет. Я верю, что дети хорошие люди. Я знаю, у Зайцева все-таки есть хотя бы в зародыше совесть и честь. Для лошадей проезд, согласно знаку, здесь запрещен. Кружок и голова. Но вы скорее похожи на собаку, которая напоминает льва. О мой скакун, неведомой породы, чем я могу вас отблагодарить? Скажите, что вы предпочли бы? Сахар, ячмень, овес или сырое мясо? Помилуйте, какие пустяки. Здравствуй, Федя Зайцев. Ой, Спокойно спишь? кто ты такой? Я точка, точка, запятая. Я минус рожица кривая. Я палка, палка, огуречек. Да, я тот самый человечек. Я никогда вот эту запятую в чужое дело Федя не совал. Но так нельзя. Я резко протестую. Я знаю, кто меня нарисовал. А я не очень испугался. Мне потому что все равно. Я тут со всеми поругался. Матросов выбросил в окно. Тут, если хочешь знать, матрешка вдруг размяукалась, как кошка. А я линейкой ей как дам и разрубил напополам. Пусть я дрянной, пусть я негодный, пусть я бессовестный совсем, а ты ужасно благородный. Иди и я бедничай всем. Уж я не больно испугаюсь. Я завтра утром сам ознаюсь. Человечка нарисовал я.
Ну-с, вот что, мои дорогие лохматики. Мы кончили с вами урок математики. Теперь же приступим к учению о меде, о роли его и значении в природе. Вот я на доске начерчу насекомое. Наверное, всем вам отлично знакомое. Сейчас дорисую второе крыло ему. Готово. Топтыгин, кто это, по-твоему? По-моему, это... Чего? Стрекоза. А ты не подсказывай. Это коза. Коза? Но тогда бы была без усов она. А крылья? Откуда же крылья у зверя? Глухая тетеря. Что? Здесь нарисована Михаил Потапыч глухая тетеря. Садись, чепуха, никуда не годится. Единица. Мишуткин? Ну что ж, отвечай, если знаешь. Что здесь нарисовано? Как ты считаешь? На этой доске нарисовано мелом, начерчено мелом чего-то живое. Усы с головой, с ногами и с телом. Отлично, но только зачем торопиться? На крылышках нету ни перьев, ни пуха. Ни пуха. Поэтому это не птица, а маленький жук под названием муха. Неверно, лохматики. Это пчела. Она в постоянных трудах пребывает. Медвежьему племени мед добывает. Ребята, смотрите, это пчела. Душистую сладость пчела-медоноска заботливо прячет в ячейке из воска. И надобно много умения и хитрости, чтоб дружбу, храня с медоносным народом, из улья его содержимое вытрясти и вкусно-привкусно позавтракать медом. А если навалишься грубо на улей, пчела обязательно больно ужалит, вопьется в тебя ядовитую пулей и... Что это? Где же они? Все убежали? Скорей, за ней! Сюда, сюда! Ну и вода. Вот это да. А ну-ка, топтышка, туда вставай, а ты на плечи к нему. Давай.
я решаю, приступим к учению о меде, о роли его и значении в природе. Ну-с, детки, продолжим беседу о меде, о роли его и значении в природе. Вы видите здесь на доске насекомое. Наверное, всем вам Очень знакомое. ни птицу, ни рыбу, ни млекопитающее, а так называемое Больно кусающее. вам не пошло учение впрок, и вы наказаны жестоко. И это нам, друзья, урок. Вперед не убегать с урока. Вперед не убегать с урока.